Друзья, ко мне обратился мой подписчик Михаил с просьбой разъяснить, как корректировать баланс белого. И по возможности попросил сделать это на его фотографии. Ну что ж, баланс белого так баланс белого. Вначале мы с вами ознакомимся с 4 способами корректировки баланса белого. А в конце я сделаю полную корректировку данного изображения. Меня зовут Юджин из Graphicore, и это проект фото Without Studio. Поехали! Открой исходное изображение в Photoshop. В данном случае изображение находится в сыром виде, поэтому автоматически открылся плагин Camera Raw. И сразу на старте мы познакомимся с первым способом корректировки баланса белого. В идеале нужно выбрать белый цвет, который в реальной жизни был белым. Например, ты фотографируешь группу людей, и кто-то из них одет в белую рубашку. Своим глазом ты четко определил этот факт и для себя зафиксировал. Придя домой и открыв Photoshop, ты должен кликнуть пипеткой именно по этой белой рубашке. Но не всегда это срабатывает. Если фотографируешь при ярком солнце, а рубашка атласная и отражает свет, то это будет цвет настолько яркий, что камера RAW будет ругаться на это. Сейчас я попробую это продемонстрировать. Нам нужно зайти в основные и выбрать пипетку. На данном снимке есть на воде очень яркие участки. Как раз там, где солнечный луч отражается от воды. Давай туда кликнем. Кстати, камера RAW подсвечивает нам этот участок красным, намекая на то, что здесь пересвет. Такую ошибку выдает плагин. В случае, если ты не можешь найти на фото белые участки, или ты вообще не знаешь, где были белые объекты, то находи серые участки. Только серый должен быть нейтральным, с яркостью 50%. Конечно же, ты не сможешь найти пиксель или группу пикселей с нейтрально-серым цветом. Это просто нереально сделать на глаз. И здесь нужно запомнить такое правило. Выбирай участки серого как можно светлее, или почти белого, но не ярко-белого и не темно-серого. Если что, то это так называемое правило придумал я для удобства и унификации способа определения участка для баланса белого. Тут еще нужно оговориться, что цветокор, настройка баланса белого, экспозиции и другие манипуляции с цветами являются сугубо творческим процессом. И очень тяжело получить одинаковые цветовые ощущения на разных устройствах вывода и с разным субъективным цветовосприятием. Но, тем не менее, с нынешними технологиями возможно приблизиться к этому. У меня есть один лайфхак. Возьми пипетку, которая находится в инструментах в нижней части, и возьми образцы со светлых частей изображения. Ты видишь числовое значение цвета RGB. Твоя задача выбрать такой участок, чтобы расхождение между числовыми значениями было минимальным, и оно не было ниже 150. Если в палитре цветов ввести R150, G150, B150, то это будет почти нейтральный серый цвет. То есть граничное значение каждого цвета не должно быть ниже 150. Между собой они должны стремиться к равенству. И желательно выбирать те участки, которые стремятся к 250. Фух, это было нелегко сформулировать. Теперь открой вкладку «Основные», возьми пипетку и кликни по выбранному участку, и баланс белого у тебя должен выровняться. Открой исходное изображение в Photoshop. Пропусти корректировки в Camera Raw и нажми «Открыть». Кстати, если ты хочешь сбросить предыдущие корректировки в Camera Raw, то тебе просто нужно удалить файл, который создается этим плагином, находится рядом с основным файлом и называется также, только расширение имеет .xmp. Добавь корректирующий слой «Кривые». В панели «Свойства» нажми на иконку 3 черточек. Это дополнительные свойства. И выбери «Показать обтравку для точек черного и белого». Выбери красный канал и левый черный ползунок двигай до того момента, пока не начнут проявляться черные области. В нашем случае они уже проявлены.
даже без перемещения. Возьми правый белый ползунок и двигай его влево, пока не начнут проявляться красные области. Повтори процедуру с зеленым и синим каналом. Добавь корректирующий слой кривые. В панели свойства нажми на иконку 3 черточек и выбери автоматические операции. В настройках переключай точки и наблюдай, как меняется твое фото. Включай и выключай галочку «Привязать к нейтральным средним тонам». Последний способ самый сложный, но он, на мой взгляд, является наиболее профессиональным. Его нужно использовать скорее в тех случаях, когда ты не можешь определить на своем изображении белые или серые участки, или если предыдущие методы не дали результата. Добавь корректирующий слой кривые. Добавь корректирующий слой цвет. В палитре выбери белый, а в ячейке B – Brightness – яркость, введи 50. Или в ячейке цветового кода введи 80, 80, 80. Таким образом ты получишь нейтрально-серый цвет, который нам как раз таки и нужен. Поменяй режим наложения на разница. Эта манипуляция покажет тебе, какие области ближе всего находятся к серому. По идее, серые области сейчас должны быть приближены к черному. Но для того, чтобы быть точным, нужно еще кое-что сделать. Добавь корректирующий слой порог и ползунок сдвинь влево до упора, а потом постепенно двигай вправо, и серые области проявятся как черные. Теперь выдели слой кривые, в свойствах выбери нейтральную пипетку и кликни по подсвеченной области. Отключи слой порог и заливка цветом, и ты увидишь результат. Отключая и включая слой кривые, ты увидишь до и после. Если эффект слишком сильный, то непрозрачность слоя кривые можно снизить. Для большей наглядности я применю этот эффект на другом изображении. А теперь, как и было обещано в начале, сделаем полную корректировку исходного изображения, которое предоставил нам Михаил. Преобразуй слой в смарт-объект. Правой кнопкой мыши по слою преобразовать смарт-объект. Иди в фильтр, фильтр камера RAW. Давай проанализируем данное фото. Слева на фото пересвет, справа недосвет. Если что, это сугубо мое выражение. Научным языком слева переэкспонировано, а справа недоэкспонировано. Давай это исправим. В инструментах камера RAW выбери инструмент маскирования. Выбери линейный градиент
При этом в панели масок создался прообраз нового слоя. Это и есть новая маска. Добавим градиентную маску от левого края к правому, так чтобы средняя линия оказалась примерно посередине изображения. Красное затемнение указывает на активную часть маски. Отключим это с помощью галочки «Показ наложения». Теперь снизь светлые области примерно до минус 70, белые до минус 60, тени до минус 50 и экспозицию до минус 0,35. Добавь новую маску, нажми на плюсик и выбери линейный градиент. Нарисуй градиент справа налево. Отключи показ наложения и начинай коррекцию. Тени плюс 50, черные плюс 10, светлые плюс 70. Добавь новую маску, выбери кисть и нарисуй маску подобным образом. Отключи показ наложения и тени плюс 70, белые плюс 50, черные плюс 30. В инструментах камера RAW выбери инструмент восстановления и кликни там, где нужно убрать пятна или другой мусор. Выбери инструмент редактирования, открой папку «Основные» и пипетой уже известным тебе способом откорректируй баланс белого. Потом добавь белых на плюс 90, тени плюс 10, черные плюс 10, контраст плюс 10, светлые минус 80. Если мы приблизим замок, то заметим на краях крыши хроматическую аберрацию. Зайди в меню «Оптика», выбери пипетку и кликни на каждый цвет аберрации в отдельности. В принципе, на этом основные корректировки завершены, но на самом деле коррекцией можно заниматься практически до бесконечности, в зависимости от того, какую цель ты преследуешь. Можно заменить небо, перевести изображение в черно-белое и добавить светофильтр. Надеюсь, тебе понравился урок. Если так, то не забудь подписаться, поддержать развитие канала любым приемлемым для тебя способом. Все ссылки в описании. Увидимся!